Интересный ретро-классик Brixton Cromwell 1200 выглядит по-британски, но был задуман в Австрии, а построен и вовсе в Китае компанией Zhaoqing. Но обо всем по порядку. Австрийская мультибрендовая компания КСР запустила собственный мотоциклетный бренд Brixton. Название было выбрано намеренно в честь района Лондона, поскольку мотоциклы воплощают типичный британский мотоциклетный стиль периода его расцвета в середине прошлого века. Поначалу Brixton специализировалась на малокубатурной технике, но вот пришло время повысить ставки, и компания в этом году выпустила в продажу свою первую модель с большим рабочим объемом двигателя — Brixton Cromwell 1200. Мотоцикл впервые был представлен еще в ноябре 2021 года в Австрии, где не скрывалось, что Cromwell 1200 является точной копией Triumph Bonneville T120, вплоть до компоновки двигателя, элементов ретро-стиля и даже выбора некоторых компонентов. Но основное внимание, конечно же, уделяется самому большому на сегодняшний день в Brixton двухцилиндровому двигателю жидкостного охлаждения объемом 1222 кубических сантиметра, который по архитектуре и заявленным характеристикам очень близок к двигателю Bonnie объемом 1198 кубических сантиметров. Силовая установка Cromwell с впрыском топлива соответствует стандарту Евро-5 и также использует один распределительный вал, вращающийся в головке блока цилиндров, для приведения в действие 4 клапанов на цилиндр. Шестиступенчатая коробка передач связана с цепным приводом и имеет противоскользящую муфту FCC. А двойная выхлопная система также размещает незаметный каталитический нейтрализатор перед корпусом двигателя, как и на Bonneville. Заявленные показатели производительности двигателя Cromwell очень схожи с настоящим британцем. T120 выдает 80 лошадиных сил, в то время как пиковая мощность Brixton немного выше и составляет 83 лошадиные силы. Причем достигается она одинаково и там на 6550 оборотов в минуту. Крутящий момент также на Cromwell выше 108 ньютон-метров и достигается раньше на 3100 оборотов в минуту, против 105 ньютон-метров на 3500 у Triumph. Даже степень сжатия у них одинаковая 10 к 1. Разгон до 100 Brixton не указал, однако все остальное почти под копирку, как у T120, который, кстати, до 100 разгоняется за 3,8 секунды. В снаряженном состоянии Cromwell получился на 1 кг легче британца и весит 235 кг. Заявленная максимальная скорость чуть меньше 198 км в час против 210 у T120. Средний расход топлива такой же — 4,6 литра на 100 км. Однако бак Cromwell больше и вмещает 16 литров против 14,5 у британцев.
Подвеска Brixton Cranwell 1200 состоит из компонентов Kayaba. Это обычная нерегулируемая передняя 41-мм вилка с ходом колеса 120 мм. Сзади два амортизатора, которые имеют регулировку только по преднатягу и ход 87 мм. Так же, как и на Т-120, спереди установлено 18-дюймовое колесо, сзади 17-дюймовое. Высота по седлу практически идентичная, 800 мм против 790 у оригинала. За торможение отвечает система Nissin, в отличие от Brembo на британцы. Это два передних 310 мм диска с двухпоршневыми суппортами и один 260 мм диск с однопоршневым суппортом сзади. Пакет электроники Cranwell 1200 состоит из двухканальной системы ABS Bosch версии 9.1, отключаемой системы контроля тяги, которая обеспечивает безопасность при резком ускорении, круиз-контроля. Присутствуют два режима двигателя Eco и Sport. В обоих режимах езды доступны одинаковая максимальная мощность и крутящий момент. Однако в спортивном режиме дроссельные заслонки открываются быстрее, что придает двигателю более прямое и агрессивное ощущение при резком ускорении. Также мотоцикл может похвастать полностью светодиодным освещением и круглым TFT-дисплеем со всей необходимой информацией. Ну а теперь самое интересное – цена. За новенький Brixton Cranwell 1200 в Европе, а именно на этот рынок в первую очередь и нацелен мотоцикл, просят от 10 000 евро. За Triumph Bonneville T120 от 12,5.